Приветствую вас в нашем новом видео, где вы увидите удивительные случаи и природные явления, снятые с высоты птичьего полета с помощью дронов. Я Нокс, и сегодня я покажу вам средневековый замок, затерянное племя, шоу дронов и еще много интересного. То, что раньше было скрыто, недоступно, сегодня предстанет перед вашими глазами. Знаете, что бывает, когда бизнес-идея проваливается с треском? Это произошло в 2016 году, когда Китай решил стать мировой столицей велосипедного шеринга. Китайские стартапы и компании заполонили улицы городов миллионами велосипедов. Их можно было взять где угодно и оставить там же. Компании соревновались, у кого больше байков. В итоге велосипедов стало так много, что они стали никому не нужны. Ненужные велосипеды просто валялись на улицах. И тогда их начали собирать и отвозить в одно место. Так появилось зловещее кладбище велосипедов. Только с высоты полета дрона можно увидеть, как выглядит эта груда ненужного металла и разбитых надежд. Море байков, символизирующее амбиции, обернувшиеся крахом. С помощью техники вы можете своими глазами увидеть, как мечты могут превратиться в металл, ржавеющий на свалке. В водах у побережья Англии стоят таинственные и величественные заброшенные морские форты Маунсела. Я был сильно удивлен, узнав, что эти форты были построены во время Второй мировой войны в 1942 году, чтобы защитить Великобританию от воздушных и морских атак со стороны Германии. Форты состояли из нескольких башен, соединялись переходами и были оснащены оружием для отражения атак авиации и подводных лодок. На них размещались зенитные орудия и прожекторы и команды солдат, которые круглосуточно следили за воздушным пространством и водами вокруг. Однако после окончания войны необходимость в таких оборонительных сооружениях отпала. В 1950 году форты были покинуты и начали разрушаться под воздействием времени и стихии. Постепенно они превратились в заброшенные и забытые сооружения, оставшиеся наедине с ветром и волнами. Вам когда-нибудь приходилось видеть заброшенные военные сооружения? Какие у вас были впечатления? Есть в мире места, куда человеку попасть невозможно, потому что это опасно для жизни. Разве вам не хочется заглянуть туда, куда доступ запрещен? Например, в жерло вулкана, чтобы увидеть, как кипит лава. Извержение вулкана Баурдарбунга в Исландии в 2014 году стало самым крупным в Европе за более чем 240 лет. В результате извержения поверхность вулкана осела, образовав чашу. Кальдеру, самую крупную из ныне наблюдаемых. Огромное лавовое озеро, образованное после извержения вулкана. Ширина этого озера составляет 500 метров, глубина – 70 метров. Площадь более 84 квадратных километров, что больше площади Манхэттена в Нью-Йорке. Съемка с дрона открывает перед нами невероятные моменты, удовлетворяя наше любопытство, позволяя увидеть горячую лаву и кипящее озеро на потрясающих кадрах с высоты. Рискните отправиться в самое сердце Амазонки и открыть мир, который до сих пор оставался скрытым. До этого вы могли только в своих фантазиях представить, как парите над бескрайними просторами джунглей, словно птица. Но представьте себе, современные квадрокоптеры сделали это возможным. Теперь вы можете увидеть этот бесконечный океан зелени своими глазами. Ковры из лиан, огромные кроны деревьев – все это открывается перед нами. Амазонка – река в Южной Америке. Охватывает территорию 9 стран, включая Бразилию, Перу, Колумбию и Венесуэлу. Это одна из самых длинных рек в мире. Ее длина составляет 7062 километра. В лесах Амазонки живут приблизительно 390 миллиардов отдельных деревьев. С высоты птичьего полета вы можете наблюдать за разнообразием природы. Чувствуете, как джунгли дышат, как они живут своим ритмом? Джунгли оживают на экране. Потрясающие кадры, снятые на камеру беспилотника, вам почувствовать себя частью этой магии. А теперь переместимся в Тихий океан. Представьте себе, гигантские волны, ревущие и вздымающиеся на высоту многоэтажного дома. Это место, где лишь самые смелые решаются бросить вызов природе. Дроны позволили нам взглянуть на это зрелище совершенно иначе. Лично меня очень впечатлили эти кадры. Беспилотники запечатлели экстремальных серферов, катающихся по огромным волнам. Камера передает всю динамику и мощь волны, то, что невозможно увидеть с берега. Вы видите, как серферы мчатся по водяным стенам, балансируя на грани возможного. Каждая волна – это вызов, а каждый серфер – герой, бросающий вызов стихии. У меня создается ощущение, как будто человек и природа сливаются в едином танце на гребне волны. А у вас? Бобсплей.
Захватывающий зимний вид спорта, в котором команды спортсменов спускаются по ледяным трассам на специальных управляемых санях. В 1924 году бобсплей стал частью программы зимних Олимпийских игр во Франции в Шамоне. Представляете, во время прохождения поворотов спортсмены могут испытывать перегрузки до 5G. Такую нагрузку испытывает парашютист при раскрытии парашюта. Но как выглядит трасса, что видит спортсмен, что происходит в пути, пока спортсмены спускаются по трассе? Это оставалось в неведении, пока не появились кадры, снятые дроном. Они запечатлели каждый момент этого захватывающего спуска. Только посмотрите на скорость, с которой спортсмены несутся по ледяной трассе. Правда, это зрелище поражает воображение. Камера улавливает каждое движение, каждый поворот, каждый момент напряжения и триумфа. Такой ракурс недоступен стационарным камерам и позволяет погрузиться в мир высоких скоростей и адреналина. Предлагаю вновь вернуться в непроходимые джунгли Амазонки. Место, где природа правит безраздельно, скрывая свои тайны. И вдруг в сердце этой зелени дроны фиксируют невероятное, дикие племена, которые до сих пор живут, как их предки тысячи лет назад. Это видео было снято высоко над обширной территорией густых тропических лесов на крайнем западе Северной Бразилии. Вы видите людей, о существовании которых мир не подозревал. Камера захватывает их повседневную жизнь, охоту, ритуалы. Все это было недоступно. Кадры позволяют прикоснуться к неизведанному и увидеть, как люди могут жить в гармонии с природой. Думаю, я бы с трудом отказался от той же микроволновки или теплой ванны. А вы? Здесь же вы видите людей, которые даже не подозревают о благах современной цивилизации. Загадочное северное сияние. Увидеть его во всей красе удается далеко не всем. Даже тем, кто живет в регионах, где оно чаще всего появляется. В норвежских легендах северное сияние считается танцем душ умерших дев. С помощью дронов удалось запечатлеть это волшебное явление и дать возможность каждому насладиться им. Объектив фиксирует переливающиеся огни в небе, создавая захватывающее зрелище, которое невозможно забыть. Эти уникальные кадры позволят вам прикоснуться к одной из самых удивительных тайн нашей планеты. Я пересматривал это видео несколько раз. Оно завораживает. А вас? На одном из самых живописных уголков Земли, недалеко от побережья Западной Австралии, дрон запечатлел захватывающее и драматичное событие. Пилот Дилан де Хаас, заметив движение в воде, сначала принял его за игру дельфинов. Однако его камера уловила нечто гораздо более редкое и захватывающее – охоту тигровой акулы на морскую черепаху. Тигровая акула, один из самых грозных хищников океана, преследует свою добычу – морскую черепаху. Этот вид акул известен своей агрессивностью и умением охотиться на самых разнообразных морских обитателей. Черепаха, хотя и защищена своей крепкой броней, вынуждена проявлять всю свою ловкость и выносливость, чтобы спастись. Я очень надеюсь, что акула оставила попытки захватить добычу, и черепаха осталась жива. Как думаете? Как вы представляете себе Мексику? Лично для меня это курорт, куда можно приехать, покупаться в Тихом океане, поваляться на белом песке. Однако этот регион скрывает и другую сторону – бедность, которая часто остается незамеченной. Дрон пролетел над районом Оахака, раскрывая жизнь людей, борющихся за выживание каждый день. С высоты видно, как плотно прилегают друг к другу маленькие домики. Они достроены из подручных материалов – дерева, металла и пластика. Меня поразило, как люди здесь живут в условиях, где вода и электричество – редкость, а каждое новое утро приносит новые испытания. На скалистом утесе над рекой Наап в Германии возвышаются руины средневекового замка Кальмюнц. Этот величественный замок, когда-то служивший защитой и символом силы, теперь стоит в молчаливом величии, скрывая в своих камнях многовековую историю. Замок Кальмюнц был построен в XII веке. В стратегически выгодном месте замок контролировал торговые пути и служил резиденцией для местных феодалов. В течение нескольких веков Кальмюнц становился ареной многочисленных войн и конфликтов, часто переходя из рук в руки. В XVII веке, во время 30-летней войны, Кальмюнц был разрушен и больше никогда не восстанавливался полностью. Сегодня руины замка Кальмюнц представляют собой популярное место для туристов и любителей истории. Несмотря на свое разрушение, замок сохранил атмосферу средневековой эпохи, привлекая к себе внимание и вызывая восхищение. Что вы чувствуете, глядя на древние укрепления, которые, несмотря на века, продолжают стоять в безмолвии? Когда-то люди жили в деревнях, разводили скот, выращивали овощи на огородах, воспитывали детей, чтобы те продолжали дело своих дедов. Жизнь была размеренной и предсказуемой.
И все шло своим чередом. Но времена изменились, и многие вынуждены были покинуть свои дома, отправившись в города в поисках лучших возможностей. Все, что было нажито годами, оставлялось на милость природы. Дроны запечатлели то, что осталось после ухода людей. Это заброшенная деревня в России, место, к которому человек потерял интерес. Кадры, снятые с высоты птичьего полета, открывают вид на заброшенные дома, когда-то полные жизни и тепла. Время и природа сделали свое дело. Крыши обрушились, стены треснули, и только ветер, гуляющий по пустым улицам, напоминает о былом. Заброшенные деревни показывают нам, как природа постепенно возвращает себе территорию, когда-то занятую человеком. Как думаете, есть шанс, что когда-нибудь сюда вернется человек? Исландия – страна, которая поражает воображение своей суровой и нетронутой природой. Место, где молчаливые ледовые бухты, захватывающие дух каньоны и могучие водопады создают пейзажи, которые кажутся выдумкой фантазии. Ледовые бухты Исландии, которые вы сейчас видите, напоминают сюжеты из фильмов о далеких планетах. Глыбы льда, плавающие в тихих водах, создают неповторимые узоры, которые меняются каждый день. Глубокие ущелья, прорезанные реками, выглядят невероятно величественно. Дроны, пролетая над этими каньонами, позволяют нам увидеть их в полной красе. Резкие обрывы, покрытые мхом скалы и извивающиеся потоки воды создают пейзажи, от которых захватывает дух. Вы мечтали посетить Исландию или уже были там? Когда-то Clarion Hotel в Толедо был символом роскоши и изысканности. Открытый в 70-х годах прошлого столетия, этот 12-этажный отель-казино стал излюбленным местом для многих, включая Матейт, голливудских звезд. К сожалению, я не успел побывать в этом историческом отеле, потому что в сентябре 2014 года его двери закрылись навсегда. Новый владелец решил, что настало время для перемен. Может, кто-то из вас успел пожить в одном из номеров или поиграть в казино? Напишите в комментариях. Разрушение Clarion Hotel стало событием, которое запомнилось многим. Чтобы снести здание, потребовалось почти 500 килограмм динамита. Первый взрыв разнес стены отеля, но лифтовая шахта, словно упрямый страж прошлого, осталась невредимой. Ее удалось уничтожить только спустя несколько часов повторных взрывов. То, что было символом роскоши и развлечений, стало грудами бетона и стали. Впечатляет? Когда речь идет о съемках дикой природы, удача играет огромную роль. Сбрасывание рогов у лосей – процесс, который происходит каждый год. Но момент сбрасывания рогов редко удается увидеть, не говоря уже о том, чтобы запечатлеть его на камеру. Канадскому егерю Дереку Кейт Бургойну невероятно повезло, когда он запечатлел этот уникальный момент в лесу Нью-Брансуика. Лось, величественно стоящий в снегу, стряхивает свои рога, которые падают в снег, создавая невероятное зрелище. Позже егерь аккуратно подобрал трофей, добавив его к своей коллекции. А вам доводилось видеть что-то подобное вживую? В 1944 году на мексиканской земле разразилась трагедия, которая навсегда изменила жизнь жителей Нуэва-Сан-Хуан-Парангарикутиро. Внезапное извержение вулкана Парикутин поглотило город, оставив лишь воспоминания и руины. Вы можете представить, как это место выглядит сейчас. Благодаря современным технологиям вы можете не только представить, но и увидеть, что осталось от этого места через объектив дрона. За короткий срок извержение достигло огромной силы, извергая лаву, пепел и разрушая все на своем пути. Вулкан рос на глазах, поглощая сельскохозяйственные угодья и, в конце концов, добрался до Нуэва-Сан-Хуан-Парангарикутиро. Город был полностью уничтожен за исключением одной церкви, которая чудом уцелела, возвышаясь среди застывшей лавы. Это здание стало символом стойкости и напоминанием о силе природы, способной уничтожить все на своем пути. Камера запечатлела уникальные кадры, показывающие, как природа взяла верх над человеческими постройками. Эта история началась более полувека назад, когда в 1012 году был построен и спущен на воду теплоход «Князь Багратион», судно длиной 90 и шириной 12 метров. Теплоход считается единственным, который сохранился из первой серии речных дизельных винтовых пассажирских судов, выпущенных в Российской империи по заказу пароходного общества «Кавказ и Меркурий». В 1991 году все суда дореволюционной постройки были списаны. Затем теплоход продали частному лицу с Украины. Судовладелец перевез его в Крым. Затем судно отбуксировали к мысу Меганом, где оно находится по сей день. Теперь когда-то мощный корабль – просто груда металлолома. С помощью дрона вы можете увидеть, как он выглядит сейчас. Видно, что серьезно пострадали трюм и нижняя палуба. Я был поражен состоянием корабля и огорчен тем, что такие махины остаются ненужными и заброшенными.
А вы когда-нибудь видели подобные заброшенные суда? 26 декабря 2021 года в России в городе Санкт-Петербург произошло настоящее чудо. Тысячи дронов выстроили в воздухе колокольню Смольного собора, точнее, ее величественную версию, задуманную архитектором Бартоломео Растрелли. Это была не просто копия, а грандиозный проект высотой в 168 метров. Для сравнения, настоящая колокольня Смольного собора достигает всего 93,7 метра. Представьте себе, как это выглядело. Ночное небо над Питером озарилось феерией света и технологий. Эти 168 метров виртуального величия заставили всех затаить дыхание и по-новому взглянуть на возможности современных технологий. А у вас есть любимые моменты, когда технологии и история сливаются в нечто невероятное? Делитесь в комментариях. Вы побывали в самых удивительных уголках нашей планеты. С близкого расстояния увидели природные явления и заглянули в историю, сохраненную благодаря уникальным съемкам с дронов. Эти потрясающие кадры приближают вас к тому, что когда-то казалось недосягаемым, и вы тоже можете стать частью создания этого увлекательного процесса. Если вы владеете навыками монтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии. Мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота, ссылка в описании.